Привет, друзья! Вы на канале Ева Оракул и Таро. С вами Ева. Вы в пространстве гармонии, любви и изобилия. Я вас приглашаю сегодня в путешествие к самим себе. Сегодня тема расклада, что на самом деле происходит у вас на душе, ваши истинные желания, чего вы хотите на самом деле. Вот об этом сегодня поговорим, потому что часто бывает, мы что-то себе умом сочиняем, что-то где-то увидели, почувствовали, но что на самом деле хочет ваша душа. Вот сегодня посмотрим. Я сегодня, почему-то меня потянуло именно две колоды использовать, не одну. И именно почему-то вот эти две колоды, это Everyday Witch Oracle и Магия сердец. В общем, сегодня у нас будет один вариант. Я вот не чувствую, что нужно делать два варианта, потому что, мне кажется, собрались девушки одного плана или с одними ситуациями. Но сразу же выходит карта любви. Ну, все хотят любви, конечно же, все хотят любви, все хотят быть любимыми, это однозначно. Вот, мы сегодня будем смотреть сначала на колоде ведьмочек. Сегодня собрались такие женщины, девушки на канале и вообще люди такие на канале. Давайте не будем там девочки, не девочки, но я думаю, тут разные мужчины будут собираться. Вообще собрались люди, которые хотят быть счастливыми, понимаете? Вы кликнули на это видео, потому что вы, может быть, не до конца довольны сейчас тем, что происходит в вашей жизни. Вам хотелось бы большего, однозначно. То есть есть люди, которые, они как бы живут и соглашаются с этим. Нет, но вы не согласны. Вы хотите всегда большего, вы хотите всегда большего счастья. Такое полуденное солнце пробивается на меня. Я вот не знаю, кстати говоря, напишите мне в комментариях, лето грядет, все время будут очки, как вас смущает, когда я в очках? Или лучше без очков, пусть я щурюсь, жмурюсь, но, в общем-то, вам видны мои эмоции и взгляд. Ну, в общем, напишите в комментариях, мне это очень важно. Каждый раз я, когда записываю видео, пытаюсь найти солнце, не солнце, как так словить кадры. Но, в общем, это не так просто, чтобы еще звуков не было посторонних. И хорошего качества видео получилось. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу очков. Потому что я, например, поскольку я экстрасенс, для меня очень важно, чтобы видеть человека глаза и считывать его мне так гораздо быстрее, потому что, когда люди прячутся за очками, я, конечно, тоже могу все считать, но зачем? Я сразу же все, глаза — зеркало души, не зря так говорят, да? Ну, в общем, давайте начинать. Давайте я на вас настроюсь, дорогие мои гости. Ой, какие вы интересные, загадочные, романтичные натуры, хочу вам сказать. Ну, давайте немножко о вас. Вы сейчас находитесь, наверное, в периоде таком закладки нового вашу жизнь. Вы знаете, вы готовы вскапывать грядки, вы готовы потрудиться, вы готовы сейчас сделать какие-то новые шаги, какие-то новые усилия. Но вы настолько, знаете, вы настолько хотите сильно быть счастливой, что вы, в общем-то, готовы follow your dreams, понимаете? Вот я эту карту прям, не знаю, прям заскриньте себе, если она вам нравится, если она вам резонирует. Вот так вот, смотрите, как классно. И солнышко. Вот пусть эта карта, она вам говорит о том, что следуя за своей мечтой, то есть ваши мечты однозначно сбудутся. И нам показывают, что вот вы такой человек, и карта сейчас показывает, что вам нужно действовать. То есть не только сила мысли, но и какие-то действия, куда-то двигаться вперед, куда-то ездить, куда-то переезжать, делать какие-то шаги. То есть под лежачий камень вода не течет однозначно. Вот такие вы. Давайте еще посмотрим у карт спросим, какие вы, чтобы вы себя узнали, а потом посмотрим, чего вы на самом деле еще хотите. Give it to passion. Ну, я же сказала, что вы на самом деле человек, который делает все со страстью, вы готовы действовать, вы готовы что-то делать. То есть вы, как сказать, действительно отдаетесь тому процессу, который вы делаете. Неважно, это отношения, работа, не знаю, даже те же путешествия, какие-то ваши хобби, что угодно, что вы делаете, вы действительно вкладываетесь. То есть вы делаете не механически, вы вкладываете душу, вы творческий человек, вы все делаете, понимаете, вот действительно вкладывая себя. Не просто на отстань. Не просто сделал и все, как бы и забыл. Есть люди, которые сходили на работу, пришли, нет. Идете ли вы на работу, не знаю, моете ли вы посуду, гладите ли вы вещи, я не знаю, что угодно вы делаете, вы вкладываете действительно всю свою душу, всю свою страсть. Вот такие. Вот. Если вы себя узнали, сейчас еще вот одну карту, мне кажется, нужно вытащить. Но вот опять выходит Follow Your Dreams. То есть если вы человек, который идет к своим мечтам, который очень хочет прийти к своим мечтам, этот расклад однозначно для вас. Смотрите его до конца,
потому что в конце я сделаю для вас небольшой сюрприз. Знаете, смотрите до конца. Так, ну, значит, первое, чего вы на самом деле хотите, первое, чего хочет ваша душа, listen to the wisdom, то есть вам нужно, как сказать, понять, что вы никак не сможете отказаться от того, что вам будет хотеться всегда смотреть глубже в те вещи, которые происходят. То есть вы не сможете на самом деле стать проще, или стать такой, как все, или стать таким, как все. Вы человек, который... Интересно, я почему-то сегодня только первый раз на этой карте заметила, видите, у нее на одежде, на красной, то есть она очень эмоциональный человек, у нее такие белые точечки, как камни, то есть весь тот опыт, весь тот тяжелый, видите, камни, весь тот тяжелый опыт, который у вас сохранился, то есть это ее богатство, она его несет, понимаете? И на самом деле ваша душа хочет на самом деле быть глубоким человеком, то есть ваша душа просит вас идти по такому пути, пусть он будет сложный, пусть он будет непростым, но ваша душа хочет проживать этот земной опыт, вообще все события, отношения, все, что хотите, именно вот опять, вот эта карта, видите, я не договорила про нее, она снова вышла. Ваша душа очень хочет, чтобы вы, скажем так, ну, не отмахивались от уроков, не отмахивались от того, что вам идут какие-то подсказки, чтобы вы были все время в потоке, понимаете, в диалоге с таким вот внутренним «я», понимаете, слышали свою душу, не отмахивались абсолютно от того, что происходит, а вот смотрите, слушали, вот мне прямо это шло из потока, и вот карта идет такая же, то есть вы должны прислушиваться к тому, что, скажем так, идет извне, изнутри, и, ну, как бы ваша душа будет просто счастлива, вы будете счастливы, понимаете, потому что вы будете жить не на автомате, вы будете жить осознанно. Вот этого очень хочет сейчас ваша душа, потому что она понимает, что когда она будет так жить, то она будет жить в легкости, air magic, то есть она будет жить как бы в волшебстве. Смотрите, какая классная карта. То есть она будет жить когда мы, понимаете, мы живем в сотворце, когда мы прислушиваемся к себе, то у нас все гораздо легче становится в жизни. Когда мы идем просто по наитию, мы даже не понимаем, куда идем, просто через ум мы теряемся в этом пространстве. Но вам говорят, что аффирмации, медитация, визуализация, вот все, что сейчас, вот все мы знаем, как это работает, все это нужно использовать. На самом деле вы хотите гораздо легче воплощать все свои мечты и желания, понимаете? А вы, возможно, привыкли напором, усилием, нахрапом даже некоторые, поэтому и мужчинам, и женщинам, всем, кто смотрит сегодняшний расклад, вам... Видите, meditation serenity, то есть вам говорят, что именно вот это вот погружение в себя, смотрите, какой сразу же богатый мир открывается, то есть когда вы погружаетесь в себя, когда вы уходите в эту медитацию, вы именно через это создаете. То есть ваша душа хочет жить более такой, знаете, богатой духовной жизнью и легче получать все в мир, легче все привлекать, это однозначно. Так, давайте что еще? Ну да, ну вот я подтверждение, видите, как обычно. Эта карта подтверждает, видите, чего вы хотите. Вы хотите вот это вот все творить, всю эту магию, привлекать в свою жизнь все богатства, все блага, все отношения, деньги и так далее. Здесь деньги, кольца, предложение руки, сердце, любовь, в общем, все-все-все. Удача, что здесь, какие-то путешествия, дом свой, да, то есть вы все это хотите, у вас очень много желаний, то есть вам нужно понять, что у вас желаний очень много, и если вы будете каждое желание идти нахрапом, идти просто какими-то, простраивая какой-то план действий, да, без души, без вкладывания туда действительно такого, знаете, внутреннего посыла, энергии, этот путь будет очень сложный, поэтому ваша душа хочет именно такого более легкого пути, более пути такого, знаете, созданного именно не умом, а сердцем. Вот, да, и вот тогда, понимаете, это все будет в таком в расслаблении, в кайф, в общем-то, вот этого хочет ваша душа. Вы устали жить как все. Вот, вы хотите жить легче, это однозначно. Вот, и вы, самое главное, готовы что-то для этого делать. Вот, вы готовы что-то для этого делать. Так, давайте дальше смотреть, почему-то меня тянет сегодня, очень сильно меня тянет к колоде «Оракул Магия сердец». Вот, и сегодня мы на ней посмотрим еще, чего хочет ваша душа.
Сейчас пока мешаю карты, настраиваюсь на эту колоду, что вам еще скажу из потока, что идет. Вы хотите, чтобы вокруг были единомышленники. Вот так, вам так надоело, я смотрю, общаться с людьми, которые не понимают вас с полуслова, у которых, которые, скажем так, не дотягивают до вашего уровня осознанности, до вашего уровня понимания этой жизни. Вы хотите, видимо, у вас будет меняться окружение, и вы чувствуете, что вам нужно менять окружение. Какие-то люди уходят из вашей жизни, какие-то люди будут приходить в вашу жизнь. Но сам факт, что у вас такая потребность есть. Ой, интересно, и мне прям сразу эта карта бросилась, она на торце вышла, я вам покажу сейчас. Вот. У вас, может быть, даже, знаете, как говорится, лучше одному, чем вместе с кем попало. То есть у вас сейчас такое состояние, вот сразу мне эта карта, глаз на нее почему-то упала, она на торце была. Вот. Ой, что там упало, сейчас посмотрим. В колоде сердец. Ой, заставила меня нагнуться. А вышла карта ожидания. Интересно, сейчас мы ее разберем. Ну, потому что вот ожидание счастья у вас. Вот, вы очень хотите счастья, но вот это ожидание вас, конечно, уже утомило. А хотите вы очень счастья. То есть сейчас вы в этом положении, но хотите очень этого. Вы так устали жить вот в такой позиции, но нам показывают, видите, нам уже совет давали, что вам не нужно сидеть и ждать. Вам нужно действовать, визуализировать, настраиваться мысли, каждый день мыслить в этом направлении. Знаете, как говорится, если вы не можете двигаться в то направление, хотя бы лежите в этом направлении. Вот это про вас. А вам желательно не только лежать в том направлении, но еще свои мысли, свои энергии, весь свой внутренний настрой, знаете, чтобы каждая клеточка этого захотела. Так, сейчас я тут поправлю. Все время боюсь, чтобы микрофон ничем не задевать, чтобы не было посторонних звуков. Так, дальше. Чего еще хочет ваша душа? Самолетики. Ну, ваша душа хочет, конечно, романтики, хочет отношений, будь то мужчина или женщина, неважно, в браке вы или вы только ищете свою половинку, но я вижу, что вы, конечно, хотите какого-то флирта, вы хотите страсти, вы хотите, чтобы отношения заиграли, если старые отношения, новыми красками, если вы сейчас не в паре, то вы хотите, чтобы, конечно, появился такой мужчина, понимаете, который зажег ваше сердце. То есть вы устали жить вот в этом ожидании, которое мы видели, да, вот в этих страданиях, в потерях и так далее. Вы настолько устали, то есть вы уже готовы. То есть бывает такая стадия, когда, ну, ты как бы, может быть, даже самый один, или ты в отношениях, но ты не готов ничего делать, не готов даже к каким-то там перепискам, но вы готовы к перепискам, к самолетикам. У вас уже к этому начала возвращаться энергия, и на самом деле вы этого очень хотите в душе. Но опять же, вы хотите не просто так, с кем попало. Вы хотите человека действительно равного себе по статусу, по эмоциональному интеллекту, по опыту. То есть вы настолько уже сразу свадьба выходит, вы настолько хотите, вы настолько, понимаете, устали вот от вот этого какого-то неравенства, понимаете, в отношениях, в полов и так далее. Вы настолько от этого устали, вы хотите, чтобы все было гармонично, понимаете? И чтобы этот путь был долгий такой вместе. То есть вы не хотите отношений вот таких вот каких-то, понимаете, с травмами, с какими-то страданиями, с какими-то ущербными, где, в общем-то, все как-то, знаете, неуравновешено. Вот. Вы хотите себе равноценного партнера, с которым у вас будет диалог, с которым у вас будут общие цели. Вы вот действительно, я смотрю, что все, кто смотрит сегодня расклад, вы знаете, все или ничего, вы готовы сделать многое, подождать, возможно, повыбирать, но получить в свою жизнь то, что вы действительно хотите. Так. Вот, видите, если вы стоите, ждете, вот вы на компромиссы не готовы, видите, умолять, вы не готовы принимать больше в свою жизнь какие-то, вот то, что вы всегда, когда говорю в потоке, сразу же карта подсказывает, вы не готовы больше принимать, что идет. Вы будете стоять, ждать, видите, у вас как распахнутое такое окно, и впереди там поле с красными такими сердечками, понимаете? То есть у вас есть, вы чувствуете, что в вашу жизнь может что-то прийти, вы этого достойны, понимаете? Это не то, что вы там наугад, то есть вы этого недостойны, и вы чего-то там хотите большего, чем вы есть на самом деле. Все, кто сейчас смотрит этот расклад, это люди достаточно уже зрелые духовно, это люди, которые прошли большой путь, те люди, которые, ну, как бы, они знают свою ценность, они знают свой потенциал, и вы уже наигрались в разные игрушки, какие-то недоотношения, в какие-то не до конца, понимаете? Вы настолько вот этого не хотите, даже тратить свои секунды времени, понимаете?
Вот, то есть вы не готовы, вот тут алкоголизм пришло, вы не готовы там обниматься с кем попало, понимаете? Вы не готовы уходить в какие-то отношения, в которых были зависимости, да, вам это все уже позади, вы выше этого, понимаете? Ваша душа на самом деле уже очень хочет, но не дает мне эта карта покоя, сейчас я ее переверну. Я не могу понять, почему мне эта колода не дает покоя, потому что здесь, видимо, еще две карты, которые я должна вам показать, они вот прям лежат, все, я переворачиваю, потому что мне они прям мозолили, я постоянно смотрю на эту колоду, чувствую, что надо перевернуть, показать вам. Понимаете, вы хотите вот уже вот такого единства, гармонии, полноты чувств вы хотите и так далее. Вот. Но, видите, Earth Magic и везде полнолуние, возможно, вы будете смотреть этот расклад в полнолуние, или вы его, знаете, реагируете на полнолуние, и вы, поскольку вы очень эмоциональный человек, в такие дни вы будете вот чувствовать такой, знаете, зов природы очень сильно. Поэтому вам, понимаете, вам нужно не спешить, а уже из позиции человека, который повидал этот мир, раскрывать свое сердце действительно стоящим вещам. Вот. Почему-то мне идет вот какие-то... Не зря я взяла эту колоду. Не зря я взяла эту колоду. То есть вам однозначно очень многим хочется по душе не просто отношений, вам хочется, чтобы в отношениях была страсть, чтобы в отношениях была в том числе не только духовная близость, но и физическая близость. Вы понимаете, что через физическую близость также будет происходить гармонизация ваших энергий, да, вот прям подтверждение. Вы не хотите больше вот отношений, где нету близости, потому что где нету физической близости, значит, там нету духовной близости. То есть у вас, возможно, были такие отношения, где физическая близость сходила на нет по тем или иным причинам, потому что в отношениях были разногласия. Да, в отношениях, где уже была трясина, и вы в итоге оставались одна. Очень такая карта, понимаете, значимая. То есть сердце есть, но все сердце уже такое зеленое, вы в печали. То есть вы уже не хотите, не готовы. У вас уже были такие отношения, поэтому ваша душа сейчас отчаянно просит, и вам очень хочется, ну, не просто каких-то отношений, какого-то романа. Вы хотите отношений с перспективой надолго. Долгоиграющую, скажем так, историю, где будет развитие, где будет история целая, понимаете, где можно развиваться в пространстве этих отношений, сидеть на шее. Ну да, то есть вы хотите с этим человеком отправиться в путь, чтобы человек был надежный. Если смотрит мужчина, он хочет быть женщину, которая его будет вдохновлять. Если смотрит женщина, чтобы был мужчина, который готов ей позволить чувствовать себя женщиной, возьмет ее на шею, посадит себе и унесет, понимаете, вдаль. Вот такие вот у вас желания. Давайте посмотрим, что еще. Какие еще у вас желания? Сейчас хорошо перемешаем колоду. А я пока в потоке вас смотрю. Сегодня, я смотрю, на этом раскладе будет очень много разных людей. Почему-то поэтому захотелось две колоды использовать только один вариант, потому что я смотрю, будут настолько разные люди смотреть, с разными ситуациями. Вот. Но в основном это все люди, которые, в общем-то, уже, они не то что хотят перемен, они уже находятся в процессе перемен. То есть вы уже чувствуете, что вот эта точка старта в новых перемен, она была вчера, позавчера, неделю назад, месяц назад. То есть вы уже, понимаете, вы как бы... Вы вышли из этого процесса, понимаете, желания перемен. Вы уже в этих переменах, вы просто идете в эту сторону, но до конца не зря вы кликнули на этот расклад, и вы слушаете этот расклад, потому что у вас даже немножко есть сомнения, а не завышаю ли я планку, а немного ли я хочу, а я действительно хочу именно этого. То есть у вас есть такие мысли, потому что вы не хотите больше идти куда-нибудь, вы хотите идти к конкретным вещам. Вот. Мезальянс. Ну, в общем, вы не хотите компромиссов больше, это однозначно. Ваша душа хочет только того, что ей нужно. Вы четко уже это знаете, потому что многие люди живут, они не знают, чего они хотят. Они как бы там по ходу разберемся. Нет, вы знаете, кого вы хотите, с кем вы хотите, что вы хотите, куда вы хотите, в каком количестве. Самое главное, что вы хотите свадьбу, вы хотите близости, вы хотите как бы успеха, понимаете. Если это касается бизнеса, понимаете, вы хотите успеха, партнерства, чтобы была дальняя цель, чтобы
было развитие. Если касается это отношений, то вы однозначно хотите, чтобы эти отношения кончились счастьем, свадьбой, понимаете, вот, как бы, скажем так, таком когда венец какого-то, знаете, конец вот этого вот развития, чтобы у него было не только, как бы, знаете, вот мы встречались, мы поженились, и все потом затухло. Нет, вы хотите, чтобы вот свадьба, какой-то ваш союз и причина, это было только начало этого пути, понимаете? Потому что у многих, как у них отношения развиваются, потом свадьба, и многие через это проходили. Я смотрю, все, кто смотрит этот расклад, большинство, процентов 90 людей, вот как раз резонирует эта фраза о том, что многие жили, как бы, они как бы в отношениях, как бы к браку шли, к отношениям, оно завязалось, а потом, когда начался брак, начался уже совместное жительство, постепенно вы понимаете, что у вас идут многосанные отношения, то есть не развитие идет, а одиночество, да, то есть вы в браке оказывались в одиночестве, если касается личных отношений. Вот. Давайте еще посмотрим сферу деятельности, сферу работы и денег. Тоже здесь интересно, чего хочет ваша душа и как там обстоят дела вообще. Подглядки. Ну, на самом деле, я думаю, что в сфере работы, в сфере денег вы хотите большего, вы хотите, скажем так, чтобы заработки ваши стали, знаете, понимаете, такими увесистыми, и вы уже засматриваетесь на какие-то новые направления, может быть, на какие-то новые, не знаю, там, вакансии, на какую-то новую сферу деятельности. То есть вы уже, как бы, ну, чувствуете, что только то, что вы делаете, я смотрю, многие люди, которые смотрят, они в чем-то уже были мастера, то есть они в чем-то уже добивались успеха, будь то, я не знаю, там, в какой-то сфере, в какой-то компании, неважно. То есть в чем-то вы уже проходили путь успеха. Вот. То есть этот расклад смотрят люди достаточно зрелые уже, понимаете? Но вы понимаете, что вот вы сейчас снова должны войти в эту стадию эмбриона и как будто бы начинать что-то новое, посмотреть на что-то новое. Должно что-то зародиться в вас новое, потому что вы уже другая, понимаете? Или вы уже другой. То есть вы чувствуете, что что-то новенькое должно уже прийти в вашу жизнь. Поэтому, на самом деле, ваша душа хочет расширения бизнеса, хочет расширения ресурсов, денежного ресурса и так далее. То есть вы этого очень сильно хотите, но, понимаете, вот этот расклад, вы скажете, все хотят. Нет. Все люди, которые смотрят этот расклад, они не только хотят, они еще и могут это делать. Понимаете? Они умеют, они четко знают, чего хотят, понимаете, по жизни. Если вот они себе загадали, да, то они четко знают, как это выглядит, потому что есть опыт, есть насмотренность, есть мудрость. Это у нас вначале было wisdom, да, и было очень много потерь. Когда мы что-то теряем, когда у нас случаются проблемы, горести, разочарования, мы мудреем. Все время волосы поправляю, извините, потому что ветер, видите, я на улице записываю, чтобы была тишина, и все время что-то мне, то мошка, то ветер, в общем, волосы лезут в лицо из-за ветра, все время поправляю, сегодня такое немножко, видите, видео сумбурное. Вы знаете, я тоже вот сейчас вот, на самом деле, так вот записываю это видео, и я вот, знаете, видите, у меня такое состояние сейчас достаточно, если вы посмотрите мои видео, вы поймете, что когда я подключусь к потоку, я перевоплощаюсь, я подключаюсь к тем людям, для которых я записываю. И я смотрю сейчас, вы понимаете, вот видите мое состояние, я достаточно сосредоточена, спокойно, то есть нету паники, нету спешки, то есть люди, которые все равно эмбрион выходит. Вы вот в таком немножко даже, знаете, позиции замирания, наблюдения. То есть вы не спешите делать какие-то шаги, вы хотите прицелиться и выстрелить, вы хотите разобраться и сделать. Вот. То есть вы в очень взвешенном сейчас таком состоянии, спокойном, несуетливом. Вы вот так, знаете, вот так просчитываете, размышляете касаемо всего, что мы сегодня проговорили. То есть вот. Соблазн. То есть вы не соблазняетесь на все подряд. Вы хотите, вот понимаете, вот только вот такие вот плоды, то есть все подряд вам не нужно. Вам нужно конкретные вещи, вашей зрелости для этого уже достаточно. Ладно, в общем, я думаю, что разобрались. Давайте теперь посмотрим, чего ваша душа на самом деле еще хочет именно в сфере вашего личностного, скажем так, роста, аристократичность. Ну, ваша душа хочет, чтобы вы, ну, скажем так, не поступали своими ценностями, чтобы знали себе цену, чтобы вы не забывали об этом, да, вот ваше истинное желание стать той женщиной или там тем мужчиной, который, несмотря на какие обстоятельства, не поступается, не уступает, не, скажем так, не ломается под судьбой, он идет до конца, к тому, что он хочет, понимаете? Это очень... Ну вот видите, я вот в таком вот состоянии прям вот
Я не могу даже, вот видите, как-то так вот торопиться. Хочется замереть, посозерцать, послушать птичек. Потому что я думаю, что даже, может быть, вы сейчас, все, кто слушаете расклад, вы или пьете чай, или вы в таком немножко состоянии, знаете, немножко... Это вот такое... О, вот, я нашла слово. Вы немножко как будто бы подуставшие такие, знаете. У вас был большой багаж, понимаете? Вот, у вас были разные приключения в этой жизни, вы разного навидали, были разные эмоциональные качели, переживания. Вот, поэтому вы хотите только выгодное предложение, вот, и вы хотите, чтобы было что-то уже в вашей жизни, что действительно принесет вам пользу, что вам принесет. То есть такой, знаете, вот в хорошем смысле расчет, в хорошем смысле, скажем так, продуманность, то есть в хорошем смысле, в правильном, в мудром, во взрослом таком, понимаете? Вот. Вот такие вот дела. Вот такой сегодня интересный расклад. Прям хочется вместе с вами, вот вы в таком состоянии, я прям это присоединилась к вам, подгрузилась, прям такой дзен. Хочется вот так вот прям сделать, как-то, знаете, вдохнуть и сказать, все будет классно, идем работать, так что нам нужно, вперед. Такое деловое у вас боевое настроение, поэтому ваша душа хочет масштабных вещей, она хочет масштабных каких-то событий. Вот. И давайте по одной карте возьмем с каждой колоды совет. Совет из карты сердец, движение. То есть продолжайте двигаться, вы все делаете правильно, у вас правильно, видите, из каждой колоды. Вот. Sun и stars, да, звезды и солнце. То есть вы, понимаете, вы все делаете правильно, к солнцу, к звездам не меньше. Вот это ваш масштаб, понимаете, это ваш размах, не меньше. Поэтому оставайтесь в движении, двигайтесь. Вот советую всегда там заскриньте себе вот эти вот карты, которые на самом деле абсолютно отражают. Видите, там не молодой мальчик, он уже такой с бородой, у него конь, он как бы знает толк в том, как двигаться по жизни. Вот. А тут уже тоже, видите, здесь и астроном, здесь и это, как это называется, ну вы поняли, да, то есть на русском выскочила, ну вы поняли, да, то есть это труба для обозрения, то есть у вас есть все способы, все инструменты, есть навыки, вы опытный человек, вы знаете, как читать пространство, как с ним работать, поэтому у вас все впереди. Поэтому ваша душа хочет масштаба, хочет счастья, хочет того, чего раньше не было, и не готова размениваться по мелочам. Поэтому сегодня такой расклад. Я была рада для вас стать проводником в этой интересной теме. Я буду рада вас видеть на канале. С вами была Ева, вы на канале Ева Оракул. Оставляйте ваши комментарии о том, что срезонировало, как вообще этот расклад проигрывается сейчас в вашей жизни, потому что все, что мы сейчас посмотрели, это то, что у вас прямо сейчас происходит. То есть не потом когда-то, это вот уже, понимаете, нам показали движение, вы уже в этом процессе, вы в этом движении, поэтому напишите мне, как это от вас отыгрывается. Вот, как вы видите для себя этот расклад, и обязательно напишите мне в комментариях ну, какие-то пары приятных слов, потому что это продвигает канал, это позволяет этому молодому моему еще новому каналу развиваться, чтобы другие зрители тоже его увидели, поэтому благодарю вас за подписку, за лайк, за комментарий. Каждое ваше доброе слово, каждый ваш комментарий пусть возвращается вам в 100-кратном размере и радости, и добра. Я с вами прощаюсь, с вами была Ева, увидимся на канале Ева Оракул с новыми темами. Кстати, новые темы тоже мне подсказывайте в комментариях, если вам хочется чего-то посмотреть. Вот, ну все, пока.